Let's go. Yeah. Я собираюсь рассказать вам о некоторых вещах, которые помогают мне день за днем. Я не могу не поделиться этим, потому что делиться может и обязан каждый из нас. Эти вещи помогают мне расти каждый день. На 1 или на 100%, неважно. Планирование помогает мне сэкономить много времени, которое я могу и трачу на полезные вещи. Например, развитие себя, помощь другим, познавание себя. 1 минута, выделенная на планирование каждый день, сэкономит вам 1 час, который вы можете потратить с пользой для себя. Помните одну вещь. План ничто, планирование все. Планируйте свой день с утра или вечером перед сном. Каждый день. Если вы меня не понимаете сейчас, запишите задачи на завтра и делайте их строго в том порядке, в котором вы их записали. На следующий день сделайте так же, только выполняйте задачи так, как удобно вам. И в конце второго дня сделайте вывод, план или планирование. Только тогда вы поймете, что план – это ничто, и планирование – это все. Медитация собирает и концентрирует энергию внутри меня. Когда я не медитировал, я вставал и ложился с плохой головой. Я не понимал, что происходит и почему это так именно со мной. Но когда я только начал медитировать, каждое утро и каждый раз перед сном мои мысли стали здоровыми и сильными. Я начал концентрироваться только на том, что благоприятно и нужно мне. Мне стало легче избавляться от вредных привычек. Например, нервные срывы, эмоциональная нестабильность, принятие неправильных решений, переедание. После медитации на внимание я читаю свою идеологию и философию жизни. У меня это сложилось в стихотворение. У вас это может быть записано текстом или можете сохранить запись на диктофон. Неважно. Главное, что мне это напоминает то, какими принципами я живу, как смотрю на этот мир. Прайминг. Можете это называть аффирмациями. Мне не важно, что у вас там написано. Главное, как вы это произносите и воспринимаете. Я, читая свои аффирмации, всегда визуализирую, что это уже случилось, и я счастлив и рад этому. При прайминге у меня всегда мурашки по телу бегут от гордости, что я сделал это. Вы даже можете заплакать. Хорошо, день мы начали. А что делать дальше? Работать от открытия до закрытия ваших глаз. По-другому, занимайтесь любимым делом. У каждого оно свое, и их может быть несколько. У меня, например, это блогерство, психология, бизнес, занятия спортом, написание стихотворений и песен, постоянные вызовы себе, саморазвитие. Любимое дело – это то, чем вы готовы заниматься 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Когда вы им увлечены, у вас и мысли не возникнет сленить, недоделать, оставить на потом, устать, загрустить, подумать о лишнем. Лично у меня из любимого дела нет времени на все эти вещи. Наверняка вы не любите читать книги и с захлестом смотрите любимый сериал. А что, если я вам скажу, что если читать по 10 страниц в день, за год вы прочтете 18 книг в 200 страниц или 12 книг в 300 страниц. Я люблю почитать книги, но в приоритет я ставлю книги по потребности. Например, если у меня есть проблемы в отношениях с людьми, я не буду читать книги Роберта Кийосаки. Я прочитаю книги Бабушкина, Феррацци, Резака. А если я не хочу читать книги, то нет. Я не смотрю сериалы на Netflix. Я смотрю видео, передачи и сериалы, которые полезны для меня или помогут решить проблемы. То есть, если я не знаю, кто я такой,
Я не буду смотреть «Игру престолов». Я посмотрю сериалы, шоу и передачи с Дэвидом Аттенборо. Например, сериал «История жизни» или «Первая жизнь» с Дэвидом Аттенборо. Без вызовов самому себе я жизни не представляю. Жизнь делится на до вызова и после вызова. И если человек не сдался и прошел до конца, то он вошел в открытые двери. А если дать себе расслабление, то вы просто ослабите себя. Поэтому я выполняю вызов за вызовом, поддерживая себя в тонусе. Начинаю вызов, дохожу до конца и начинаю новый. Я пишу стихотворение каждый день, одно в день. Это помогает мне развить мозг, развивать такую вещь в нем, как сразу выдавать решения. Я могу выбрать любое другое дело. Писать песню в день, отжиматься несколько раз в день, решать несколько примеров в день, сочинять рассказы в день. Главное, я делаю это каждый день, развивая дисциплину и мозг. Это я делаю каждое утро после пробуждения и перед сном, после медитации, лежа в кровати. Самовнушение. Это похоже на аффирмации, но это с первого взгляда. Когда вы самовнушаете себе что-то, вы эти слова пропускаете сразу в подсознание, минуя сознание, и говорите это монотонно 20 раз. Сейчас я внушаю себе такие слова, как «зрение становится лучше», «это проходит», «это проходит», «это проходит». Прошло меньше недели, и я заметил, что у меня зрение стало лучше, и день за днем все больше позитива, счастья и любви в моей жизни. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision.